Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто украл ваше счастье? Такой довольно необычный расклад будет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, многим из вас хотелось бы так душевного и вообще физического покоя, да? Вот вы настолько перегрузили себя работой, переживаниями, страданиями. У вас, я вам скажу, что у многих проиграется не только вот какая-то физическая усталость из-за работы, а именно перегруз от стресса, от каких-то неприятных событий в жизни. Хочется покоя, хочется до такой степени вот забыться, отдохнуть, отключить все гаджеты и просто вот покайфовать хотя бы недельку. Кто-то из вас однозначно планирует куда-то поездку, причем это будет там, где тепло, там, где светло, там, где горячий песочек, да, ну то есть на море, может быть, за границу. Причем может проиграться, что вы давно откладываете эту поездку. У кого-то это может быть в силу финансовых каких-то проблем вы откладывали, у кого-то, ну так сложились жизненные обстоятельства, либо же вам не давало, ну может быть начальство еще не давало длительный период отпуск, потому что, ну то ли некому работать, да, вот то ли некому вас подменить, ну что-то такое. У каждого это по-своему проиграется. Также у вас, у кого-то мне показано, что был, ну может быть не так давно, карьерный рост. Это может быть связано либо же со сменой работы, либо же вас просто повысили, да, вот как-то по карьерной лестнице. Может быть, вы пошли, напишите, у кого это проигрывается. Ну, то есть у вас начинаются перемены в жизни. У кого-то они вот недавно, может быть, начались, у кого-то вот сейчас. То есть периоды будут у всех разные, да, потому что это общий расклад. Вы большой любитель путешествий. Вы вообще такой человек, которого вот ну просто хлебом не корми, а дай куда-то поехать. Другое дело, что вы не всегда можете, опять же, из-за финансов, позволить себе, либо же еще какие-то житейские обстоятельства. Но вы большой любитель вот именно познавать что-то новое. Вы вообще сами по себе такой довольно любознательный человек, любопытный. Вы, может быть, даже развиваетесь вот всесторонне, да, вы интересуетесь разными какими-то направлениями, не обязательно только там по работе, да. Вы такой всесторонне развитый человек, с вами очень интересно вообще пообщаться, и окружающие это видят, любят с вами общаться и ценят. Вы человек, который всегда такой, знаете, ну вот дипломат хороший. Вы умеете, ну так, знаете, вот как змейка, так юлить, лавировать в зависимости от ситуации. И своего, в принципе, вы можете добиться, когда захотите. Но другое дело, что вы не всегда применяете такое свое потрясающее качество. Мне показывают, что у кого-то из вас, ну, стал характер более такой, то ли жесткий, более агрессивный. Почему? Из-за вранья, из-за вранья. Знаете, я вам так скажу. Даже те из вас, кто стал, может быть, более жестким, более вспыльчивым, таким импульсивным, это ваша такая защитная маска, и вы это знаете. Вы это знаете, потому что у вас была, ну, не совсем простая жизнь. Женщина здесь очень плотно задействована, да? Женщина, которая осталась позади, которая вам очень много трепала нервишки, и у кого-то, может быть, еще пытается вот даже на расстоянии манипулировать. Поэтому здесь хочешь не хочешь, а ну, от такого количества стрессов, от такого количества обид и разочарований в жизни, но здесь, наверное, сложно быть таким спокойным и неагрессивным. Конечно же, нервы оставляют желать лучшего, но тем не менее я вам скажу, что в душе, внутри, вот, да, вот вы совершенно не такой. Это вот именно ваша такая защитная маска. Вы человечек, который
очень любит поспать. Вот давайте сделаем опрос, кто из вас любит поспать. Ну, так, может быть, выходной хотя бы до обеда, да, потому что, ну, когда работа, ты хочешь, не хочешь, а придется вставать. А вообще, вот вы любитель поспать или нет? Вы такой, знаете, может быть, даже это с возрастом скорее будет. Больше такой стали лежебока, больше такой домосед стали. Вы стали, возможно, даже более медлительный. Хотя я не могу сказать, что вы прям, ну, совсем уж медленный газ, да. Ну, такой вот какой-то вальяжный, да, вот я даже не знаю, каким словом назвать. Напишите мне в комментариях, каким словом это еще можно назвать. Так, что еще мне о вас поведает? То, что у вас было трудностей полно в жизни, это даже не обсуждается. И причем вы такой человечек, когда у вас были эти трудности, даже с той же женщиной, вы пытались все равно как-то наладить отношения. Вот, ну, вы терпите до последнего. Вот до последнего. Вы пытаетесь, ну, по крайней мере, пытались, да, кто-то сейчас, может быть, пытается, потому что это общий расклад. Все равно до последнего на что-то глаза закрывали, где-то пытались обходить острые углы, где-то в шутку переводили все какие-то такие острые моменты, да. Кто-то из вас даже, между прочим, когда вы разошлись, пытались, либо же вот сейчас, может быть, пытается построить все заново, ваши отношения, вернуть отношения. Хотя вам это очень-очень непросто удается, но вы не теряете вот надежды как-то. Вот вы пытаетесь этот мостик любви такой построить заново. Но я очень сомневаюсь, что он будет такой же мостик, такой же мощный, который соединит вас как раньше. Кто-то из вас либо же сейчас вот учится, может быть, да, может быть, вы планируете поступить на, там, я не знаю, второе высшее, может быть, это у кого-то будет повышение квалификации, да. Ну, то есть здесь может даже проиграться то, что я, в принципе, говорила, что вы очень такой любознательный человечек, и вы постоянно что-то изучаете для себя даже, да. Может быть, кто-то захочет другой язык выучить, да. Ну, я сейчас не про матерный язык, да, потому что это у кого-то второй родной язык из вас, да, но это 100%, ребят, без обид. Далее, касательно женщин, вот как-то я бы сказала почему-то, что у вас идет у многих разочарование. Вот они для вас, ну реально как такие царевны-лягушки, да, ну такие, только что не квакает, да, ну что-то такое холодное. Потому что вот холодных женщин в вашей жизни было предостаточно. Но опять же, переворачиваем под себя, у кого-то это одна была холодная, у кого-то две, у кого-то три, да, потому что, опять же, у кого-то была, может быть, одна женщина 20 лет, а кто-то менял их как перчатки. Поэтому, ну, холодные женщины были в вашей жизни, да, если так, более точно. Это могла быть и холодная в постели женщина, это могла быть эмоционально вообще какая-то холодная, от которой там нежности и ласки, ну, не выпросишь, да. Зимой снега просто не выпросишь у нее. Ну, такая она вообще какая-то. Ну, фу-фу-фу, в общем, одним словом. Итак, давайте будем разбираться, кто же украл ваше счастье. Давайте, такая сегодня у нас тема довольно необычная. Когда-то вы были счастливы, вам было настолько хорошо, вот вы себя чувствовали, ну, кайфово во всех отношениях. Даже с этой вашей фу-фу-фу, да, с женщиной, которая сейчас уже бывшая, да, когда-то было распрекрасные отношения, и, кстати, даже если сейчас кто-то живет в отношениях токсичных, это и вас касается. У вас когда-то была любовь-морковь, вроде бы, да, все было хорошо, как-то вот гармонично, вы даже вот как-то помогали друг другу, да, ну то есть, в общем-то, не прикопаешься. Вы гордились своей женщиной, вы гордились своей семьей, вы планировали, конечно же, жить с ней долго и счастливо и умереть в один день, как в сказке, да? Но что пошло не так? Кто это все забрал? Смотрите, у вас... Ну, это я сейчас даже в каком-то смысле, вот, ну, чуть ли не диагностику негатива провожу, да? Но это частично, потому что это общий расклад. У кого-то из вас проиграется, что вам было сделано на одиночество.
была женщина в вашей жизни, которая на вас претендовала. Вы не захотели быть с этой женщиной, потому что, ну, в принципе, у вас была любимая женщина на тот момент, и вы были довольны, счастливы и не хотели ничего рушить. Вот это вот ваша зазноба, которая на вас претендовала, да, ну, такая, не зазноба даже, даже не знаю, как ее называть, да, претендентка на вас. Она решила вам отомстить, да, чтобы вы вообще ни с кем не были. Было сделано на рассорку, да, кому-то может проиграться, что здесь было сделано на одиночество, чтобы вы вообще ни с кем не были. Потому у многих из вас, ребят, и не ладится и сейчас личная жизнь. Ну, либо же это какие-то короткие романчики, кто-то, может быть, годами находится в одиночестве. То есть это первый момент. Женщина, которая сделала вам, которая на вас претендовала, да? То есть она забрала ваше счастье вот именно с помощью магии. Далее, еще что может быть, да? Я сейчас буду разные варианты говорить, потому что это общий расклад. Знаете, у кого-то из вас может проиграться, что вы вот со своей бывшей когда-то были, ну, чуть ли не как вот эти вот два такие попугайчика, да, вот, ну, не разлей вода. Настолько когда-то вам было хорошо, что реально у вас было очень много завистников. И причем одна завистница, или я не знаю даже, как ее назвать, одна была очень рядом. У кого-то это может проиграться, что это, сейчас я уточню, это либо же подружка вот вашей бывшей, да, так скажем, ну или теперешней, если вы с ней живете. Это либо подружка. У кого-то, кстати, может проиграться кто-то из родственников. Из родственников даже, ну, более старшие по возрасту, которые вам завидуют. Это может быть теща, это может быть сестра вашей женщины, бывшей жены, ну, жены, да. То есть у нее у самой не клеилась личная жизнь, и она постоянно вот вносила, знаете, в уши вашей бывшей, что вот он такой сякой, вот посмотри, он и то не так делает, и то не так делает. То есть она из зависти настраивала вашу бывшую женщину, ну, у кого-то теперешнюю, как вы понимаете. Она настраивала, да, вносила в уши всякие гадости, да, специально, потому что она несчастная. Значит, нужно и вашу семью разбить. Вот такие бывают зловредные люди, вот именно из пакости это делают. То есть вы поняли. У кого-то, кстати, это может быть даже как раз одинокая, вот казалось бы, да, одинокая теща. Но у кого-то из вас, еще раз говорю, у кого-то, потому что общий расклад. Смотрите, здесь может быть ситуация, что вот они с вашей бывшей, да, вот получается мать и бывшая, да, они вроде бы близкие родственники, но у них не было теплых таких отношений. И мать, получается, завидовала своей дочери. И мать настраивала, и мать подначивала. Я не удивлюсь, если эта мать делала и магические гадости. Поэтому здесь в уши вливалась «будь здоров». Плюс вот эти вот подружки, у которых не клеилась личная жизнь, понимаете? То есть здесь и магия, здесь и настраивание. Хотя этого могло и не быть. Вы, в принципе, были довольно неплохой парой. Напишите, ребят, у кого резонирует и что вы скажете по этому поводу, да? Может быть, вы подозреваете, либо подозревали, что даже теща могла настраивать, да, либо же подружки, вы знаете, что в уши вливали какие-то такие моменты нехорошие. Причем даже, может быть, кто-то из этих самых вот таких вот друзей-приятелей, они могли даже познакомить с другим мужчиной, тоже такое может проиграться. Ну, то есть разбивалась ваша семья, ваши отношения всеми возможными путями разбивалась. Кому-то из вас даже, возможно, вот говорили, что вашу там бывшую настраивали, да, что ей рассказывали всякие гадости про вас. Причем здесь могли говорить даже то, чего нет. Здесь могли рассказывать ей, что вы ей изменяете, хотя этого не было. Могли рассказывать, что вас где-то видели там в каком-то кафе с другой женщиной, хотя этого тоже не было. В общем, я вам скажу, ребят, что здесь проведена такая очень-очень тщательная, детальная работа.
Поэтому смотрите, у кого как резонирует, но знаете, мне как-то даже немножко грустно стало, когда я вот смотрю сейчас на расклад, и я понимаю, что когда-то вы были безумно счастливы с той женщиной, которую сейчас многие ненавидите. И это факт, и это правда, да? У кого-то, да, проиграется магия. Вы можете обратиться всегда ко мне в любое время. Ну, ночью, конечно же, мы все отдыхаем, а так, в принципе, в любой день вы можете обратиться. Я без выходных работаю, без отпуска, без выходных, в общем. Чем могу, помогу, сделаем диагностику, снимем, да, поставим защиту, и будет вам счастье. Подумайте, у кого как резонирует, что резонирует, да, ну, как говорится, уже после драки кулаками не машут, да. Если негатив можно еще снять, да, там поставить защиту, то вот эти вот все другие перипетии, когда и настроили против вас, и когда уже пошли измены, но, к сожалению, здесь уже обратной дороги нет, и этого уже не вернешь. То, по крайней мере, да, хотя бы почиститься и обеспечить себе такую светлую, чистую дорогу в новые отношения. Потому что если сделано, то, ребят, я просто говорю вот как есть, да, я не заставляю никого. Вы сами хозяева своей судьбы. Если вы понимаете, что у вас не клеится личная жизнь, что-то не то происходит, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Да, лучше сделать диагностику негатива и с новыми силами уже в новые отношения. Иначе так и будете просто прозябать в болоте, в одиночестве. Я думаю, ну никто из вас, вот, ну никто не хочет, положа руку на сердце, правда? Как бы вы ни опускали руки, как бы вы ни отчаивались, ну все равно, хоть там 0,001%, но есть надежда, что а вдруг будет счастье, да? Поэтому я вам всем желаю искренне счастья. Как говорится, что сделано, уже то сделано. Но давайте хотя бы исправлять то, что можно исправить. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!